Друзья, приветствую вас на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог, ведический, прошу вас заметить. И в этом видео мы с вами будем говорить о тенденциях 2026 года для весов, для знака зодиака Весы. Это те люди, которые родились под восходящим знаком Весы по ведической астрологии, те люди, которые родились под лунным знаком Весы по ведической астрологии. Для солнечных знаков тоже можно смотреть, но первая основа — это асцендент. Если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае знак зодиака Луны и в последнюю очередь, я бы сказала, знак зодиака Солнца. Значит, что мы делаем? Как правильно смотреть это видео? Если вы знаете точное время своего рождения, то в таком случае постройте, пожалуйста, свой гороскоп в ведическом стиле и узнайте свой восходящий знак. И также, когда вы будете строить свой гороскоп в ведическом стиле, посмотрите знак зодиака Луны. Если вы не знаете точное время своего рождения, постройте свой гороскоп в ведическом стиле на то время, которое вы знаете, допустим, 12 часов. И посмотрите знак зодиака, в котором находилась у вас Луна в день вашего рождения. И смотрите в таком случае прогноз, если знаете точное время своего рождения, по восходящему знаку. Если не знаете, то по знаку зодиака Луны. Либо можете смотреть по знаку зодиака Солнца. Тоже эти даты у меня под ежемесячными прогнозами прописаны, по каким датам соответствия каким знаком зодиака. Есть еще один вариант. Если вы не хотите заморачиваться, если вы не понимаете, как там что строить, куда нажимать, куда переходить, напишите, пожалуйста, в комментариях вашу дату, время, которое вы знаете, и место вашего рождения, и я скажу вам, для каких знаков зодиака вам смотреть прогноз, для какого знака. Это кратчайший путь, но это тоже хороший путь. Значит, переходите, пожалуйста, по ссылке. Если вы от Овна до Дев себя определите, то для этих знаков видео на канале уже вышли годовые прогнозы. Если вы Весы, то это видео для вас. Если вы Скорпион-Рыбы, то ваше видео еще в пути. Если вы впервые на канале, оставайтесь, подписывайтесь, потому что и помимо прочего еще выходят ежемесячные прогнозы на канале и много другой полезной информации по ведической астрологии, обучающей в том числе, и разные интересные видео. Ссылка на видеоинструкцию будет также в описании в комментариях к этому видео. И там же можно найти ссылку на мой сайт, где можно записаться на курс, на обучение по ведической астрологии ко мне, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о тенденциях 2026 года для весов. Что нам обещают планеты, куда они нас будут направлять, на какие фокусы нам будут указывать и какие задачи, какие вопросы будут занимать наш ум. Значит так, у нас будет такая история. Будет несколько слайдов, и на этих слайдах мы будем смотреть, как будут перемещаться планеты. Я буду рассказывать, что это означает. Первый слайд, который вы видите, это положение планет, которое у нас формируется с 1 января. То есть это положение, конечно, сформируется до 1 января, но вот с таким положением планет по вашему гороскопу, именно крупных планет, именно планет тяжеловесов, мы входим в 2026 год. И мы рассматриваем в годовых гороскопах только Раху, Кету, Сатурн, Юпитер, потому что медленно движущиеся планеты формируют важные тенденции, главные тенденции. Планеты, которые у нас быстро движутся, это наш ежемесячный фокус, ежемесячная рутина. Про них мы отдельно на этом канале обозреваем каждый месяц тенденции. То есть это ежемесячные прогнозы. Здесь мы рассматриваем только крупные планеты. И до 1 июня вот такая вот картинка у нас будет. Сейчас я буду рассказывать вам, что это будет означать, и потом буду рассказывать, как это все будет перемещаться. Значит, Сатурн находится в вашем 6-м доме гороскопа. Он зашел в 6-й дом гороскопа весной 2025 года, и цикл Сатурна 2,5 года примерно. Только в июне 2027 года Сатурн отсюда выйдет. То есть Сатурн весь 2026 год будет продолжать те тенденции, которые он сформировал
в вашем шестом доме гороскопа. Шестой дом — это дом служения. Шестой дом — это в простонародье, можно сказать, такое его название — дом врагов, долгов, болезней. По факту это дом служения, то есть там, где мы служим другим людям. Это дом кредитов, долговых обязательств. Это дом работы, ну вот такой вот наемного труда и служения. Это дом сервиса, это дом, который помогает нам бороться с какими-то препятствиями. Дом, который выявляет каких-то врагов в нашей жизни, какие-то препятствия, каких-то недоброжелателей. И, в общем-то, Сатурн — это планета такая медленная, тяжелая. Сатурн — это планета ограничитель, тормоз, можно сказать, планета, которая дает какую-то задержку, какое-то замедление, какое-то ограничение в тех сферах жизни, на которые она влияет. Планета кармы. И Сатурн в шестом доме гороскопа формирует несколько очень важных тенденций для весов на 2,5 года до июня 2027 года. Значит, первая тенденция, которая может быть и которая наверняка проявится у огромного количества весов, это перемены в работе. Причем перемены в работе, они могут быть нескольких типов. Сатурн — планета отдаления, когда мы либо не хотим это делать, либо что-то происходит, что это у нас сфера жизни замораживается, затормаживается. И шестой дом — это дом служения, дом работы, поэтому для некоторых весов Сатурн в шестом доме гороскопа может давать очень серьезные такие задержки, замедления в работе. И эти задержки, замедления в работе — это когда мы не работаем на официальной, допустим, работе, когда мы работаем, например, удаленно еще, либо когда мы уходим на время с работы в целом, вообще перестаем работать. Я знаю, что, допустим, у некоторых людей, у которых Сатурн идет по шестому дому гороскопа, происходят такие вещи, как просто, допустим, вышел на пенсию или ушел в собственный бизнес, ушел из найма, или же просто засел дома, не работаю, не хочу работать, нет работы, или что-то в этом роде. Но это не всегда, то есть не у всех весов будет тотальная безработица. Это значит, просто могут быть какие-то другие виды деятельности, то есть мы как бы уходим от этой истории служения. Но Сатурн в шестом доме гороскопа вообще считается хорошей позицией и хорошим положением, потому что Сатурн — это планета труда, дисциплины, и шестой дом — это дом рутины, режима. Поэтому Сатурн в шестом доме гороскопа помогает наводить порядок в жизни, избавляться от долгов, от врагов, от вредных привычек, от каких-то болезней в том числе, брать под контроль эти сферы жизни. Поэтому за время транзита Сатурна по шестому дому гороскопа весы могут избавиться от вредных привычек, весы могут навести порядок в своей жизненной рутине. Жизнь в целом может быть подчинена какому-то расписанию. То есть, в принципе, можно сказать, что транзит Сатурна по шестому дому гороскопа — это период, когда мы можем навести порядок в своей жизни, систематизировать ее, каким-то образом улучшить, каким-то образом выявить недочеты, недостатки и сделать так, чтобы все у нас работало четко, как часы. Если есть кредиты, закрыть кредиты, если есть проблемы по здоровью, разобраться с проблемами по здоровью, больше дисциплины, больше труда такого над своей жизнью, возможно, спорта в том числе, или каких-то занятий режимных, реабилитационных, спортивных, такого плана. Сатурн у нас управляет в вашем гороскопе 4 и 5 домом гороскопа. В принципе, для вас Сатурн, конечно, хорошая планета. Это сильная планета, которая любит весов.
Но в позиции в шестом доме гороскопа Сатурн формирует еще несколько важных тенденций. Как управитель четвертого дома гороскопа, который отвечает за место жительства, за транспорт, за недвижимость, за внутреннее ощущение счастья, Сатурн идет по шестому дому, который отвечает за лечение, сервис и такие вещи. И этот транзит Сатурна по шестому дому гороскопа, он о чем? О том, что в эти периоды до июня 27 года вы можете заниматься наведением порядка в доме, в месте жительства, в недвижимости, транспорте, ремонтом заниматься, какими-то доработками, доделками, перепланировками. Мама, конечно, тоже может ходить по врачам в этот период времени, заниматься своим здоровьем. На недвижимость, на транспорт, на землю могут оформляться какие-то важные документы. На маму тоже, возможно, вы в этом участвуете, в оформлении каких-то важных документов. Все в таком характере, то есть наводить порядок не только в целом в своей рутине, но и в доме. И четвертый дом гороскопа – это дом внутреннего счастья, поэтому транзит Сатурна по шестому дому гороскопа может еще давать лечение такое, ну условно можно назвать это лечением своего ощущения внутреннего счастья. То есть это какая-то психологическая настройка, настройка своей психики, где-то может быть занятие с психологом, где-то может быть какая-то трудотерапия, где-то может быть какая-то терапия музыкой и все в таком роде. Потом, это комбинация на то, что вы можете переехать, либо на то, что вы можете ездить. Сатурн у нас смотрит на 12-й дом гороскопа. Ездить чаще обычного, например, из города в город, из страны в страну, либо, может быть, ваша деятельность связана с тем, что вам нужно ездить из города в город, из страны в страну. И эта же комбинация еще может означать, что кто-то из весов может свою работу на этот период времени связать по этому транзиту Сатурна с показателями четвертого дома гороскопа. То есть дома управления, дома владения, работать, например, в организации, в которой вы живете, то есть не совсем правильно. Допустим, вы живете в каком-то жилищном кооперативе, вас выбирают главой этого жилищного кооператива, и вы становитесь вот таким главой жилищного кооператива, то есть управляете, грубо говоря, или занимаетесь вопросами этого жилищного кооператива. Вы можете свою работу связать со сферой транспорта, например, пойти работать в такси, либо пойти работать водителем, либо пойти работать в перевозке, и все, что связано с транспортом. Вы можете работать в школе в какой-то, либо у вас может быть своя школа, вы можете работать в сфере музыки, в сфере самовыражения, выражения своих эмоций, то есть это актерское мастерство, например, в сфере психологии, в сфере материнства и всего, что с этим связано. То есть у каждого, конечно, своя там жизнь, да, и у каждого могут быть свои результаты, но это то, что может проявиться у вас за 2,5 года, в чем вы можете себя выражать через шестой дом гороскопа. Еще одна история, связанная уже с пятым домом гороскопа. Сатурн у нас еще управляет пятым домом гороскопа. Пятый дом – это дом детей, дом творчества, дом обучения, дом влюбленности, дом романтики, дом, который у нас отвечает за проекты. И транзит Сатурна по шестому дому гороскопа указывает на то, что вы можете создавать собственные проекты какие-то, запускать какие-то собственные проекты, и они будут у вас формировать комбинацию на такой медленный рост. Ну, они будут расти, но не очень быстро, может быть, не так, как вы хотите, но будут расти. Помимо этого, ваши дети за это время, если у вас есть дети, становятся какими-то самостоятельными. Возможно, дети начинают зарабатывать. Возможно, дети либо ваши проекты начинают приносить ваш доход. И точно так же, как
4-й дом гороскопа. 5-й дом гороскопа, управитель 5-го дома гороскопа в 6-м доме может давать и работу в этих сферах. То есть в сфере развлечения, в сфере детей, опять же, материнство, дети, да, очень перекликается. Школа, дети тоже очень перекликается. И в сферах еще развлечений, это могут быть казино, это может быть что-то в этом роде. Ну, в целом получается так, что наблюдается какой-то рост по 5-му дому гороскопа, то есть взращивание, рост ваших детей, ваших проектов, ваших, возможно, каких-то бонусов от учебы, от того, что вы учитесь, например, учитесь, и учеба начинает приносить вам плоды. Допустим, не было у вас стипендии, начинают вам платить стипендию, либо какие-то бонусы за то, что вы учитесь, за то, что вы учитесь хорошо. Что-то в этом роде. Но, конечно, 5-й дом — это еще дом детей, и с точки зрения 6-го дома гороскопа может быть такое, что могут быть и какие-то препятствия в сфере детей, либо могут быть какие-то прохождения медицинских обследований, связанных с детьми, связанных с учебой. И, например, может быть такое, что вы хотите забеременеть, и вам нужно будет проходить какие-то медицинские обследования, связанные с детьми. Либо вы беременеете, и в связи с этим проходите медицинские обследования. И вот эти транзиты на 1 января 2026 года, они очень такие, которые дают весам либо беременность, либо начало обучения, либо создание какого-то проекта, продукта, и все в таком роде. Потому что у нас в 5-м доме, доме детей, стоит Раху, планета, которая все раздувает, дает сильные желания, то есть желание как-то выразить себя в творчестве, в детях, в учебе, в проектах, во влюбленностях, в романах. А в 9-м доме, который тоже у нас отвечает за детей и обучение, находится Юпитер. То есть и Юпитер, планета расширения, планета удачи, тоже находится в доме, который отвечает за детей. И поэтому, например, может быть очень сильное желание детей, либо очень сильное желание поступить, но для того, чтобы забеременеть, например, надо походить по врачам, либо для того, чтобы поступить, надо собрать какие-то справки, потому что это узкая какая-то специализация, либо какая-то специфика есть в этой сфере, что вы должны доказать, что вы по здоровью очень хорошо на это подходите. Сатурн аспектирует у нас 6-й дом гороскопа, 8-й дом гороскопа, простите, дом кризисов, дом тайн, дом неожиданностей. И это же подтверждение тому, что деятельность может уходить как-то в подполье, либо подтверждение тому, что вы еще можете в своей деятельности заниматься какими-то исследованиями, каким-то глубинным анализом, либо быть связаны с какими-то тайнами, либо быть связаны с чем-то антикризисным, либо, может быть, просто у вас будет такой интерес к чему-то тайному тоже в эти 2,5 года, пока Сатурн идет по 6-му дому гороскопа. Следующий у нас аспект Сатурна на 3-й дом гороскопа, на дом собственных усилий, что опять же подтверждает, что на 4-й дом, на недвижимость, на транспорт, на маму, на свою школу, на свою музыку, либо плоды какого-то творчества, либо на детей нужно будет оформлять какие-то документы, подтверждать что-то, возможно, какие-то наименования создавать и так далее, и так далее. 3-й дом, дом друзей, дом братьев и сестер, поэтому у вас могут быть такие турбулентные отношения с друзьями, братьями и сестрами. С одной стороны, может быть отдаление от кого-то из этих людей, с другой стороны, может быть, нужно работать просто больше над отношениями с этими людьми, с друзьями, с братьями и сестрами. Но Сатурн немножко замораживает круг вашего общения. Это 3-й дом друзей, братьев и сестер, и 11-й дом гороскопа тоже дом друзей и старших братьев и сестер, и окружение. 3-й и 11-й дома гороскопа — это дома окружения еще. И вот эти дома окружения, они у нас под аспектом Сатурна, который немножко тоже вот либо дает работу над этой сферой, над тем, что отношения нужно выстраивать, в отношениях нужно наводить порядок, либо какое-то отдаление, заморозку. То есть, может быть, вы немножко в таком находитесь в вакууме, немного от друзей отдалены.
То есть и Сатурн, и Кету в 11 доме гороскопа, они замораживают два дома, связанных с друзьями, связанных с братьями и сестрами, с кругами общения, как будто бы вы немножко, может быть, отдаляетесь от тех людей, с кем вы обычно общаетесь. Но эта тенденция, я напомню, по Сатурну у нас и по Раху Кету, кстати, тоже по этой оси, она у нас с весны 2025 года. Раху Кету у нас зашли весной 2025 года, в марте, по-моему, или в мае, я не помню уже точно. И в 2026 году ось Раху и Кету переместится. Как я уже сказала, Раху в 5 доме, доме детей, творчества, романов, влюбленности может раздувать эту сферу. То есть это могут быть выступления, это могут быть романы, это может быть сильное желание детей, сильное желание поступить куда-то на учебу. Но 5 дом это еще и дом ментальных впечатлений, поэтому это могут быть сильные эмоциональные события за эти 1,5 года, пока Раху идет по 5 дому гороскопа. Сильные эмоциональные события, то есть это обычно периоды очень сильно запоминающиеся, когда Раху идет по 5 дому гороскопа, либо когда Марс идет по 5 дому гороскопа. То есть такие мощные планеты по своей энергии именно, который дает сильную энергетику. И Раху в 5 доме он может давать вот год важных событий, 1,5 года, пока Раху идет по 5 дому, важных событий, которые оставляют эмоциональный какой-то след в вашей жизни. Раху раздувает вот эти темы детей, учебы, деторождения, проектов, влюбленности, романов. Раху у нас еще аспектирует 9 дом гороскопа, где находится Юпитер, но у нас Юпитер и Раху взаимно аспектируют одни и те же дома практически. Юпитер аспектирует у нас 3 дом гороскопа, Юпитер аспектирует у нас 5 дом гороскопа и 1 дом гороскопа, а Раху у нас аспектирует 9 дом, где стоит Юпитер, 11 дом и тоже 1 дом гороскопа. То есть Раху и Юпитер у нас оба отмечаются на 1 доме гороскопа, на доме тела, на доме нашей личности, здоровья, поэтому за этот транзит могут быть перемены в теле какие-то глобальные. Опять же, для беременности это нормальная картинка. Могут быть перемены во внешности, могут быть перемены в состоянии тела с точки зрения того, что вот раздувает и расширяет. Это может быть увеличение тела, то есть набор веса, например. И желание что-то поменять очень сильно в своей внешности, внимание большое к своей внешности. Плюс Раху аспектирует 9 дом. Это дом религии, философии, мировоззрения, отца, учителя, руководителя. Ну, у кого-то, например, могут, конечно, появляться в этот период и иностранные, допустим, дети или учеба, чужие дети, например. То есть может быть такое, что даже по этим транзитам, что некоторые весы могут взять ребенка, усыновить. И с точки зрения аспекта на 9 дом гороскопа, это могут быть какие-то происходить перемены в мировоззрении, в сознании вашем. Либо, может быть, допустим, иностранный руководитель или учитель, который будет вам там преподавать иностранный язык, что-то в этом роде. Юпитер. С Юпитером у нас все непросто, потому что вот такой транзит Юпитера — это уже повторный транзит за 2025 год. С 2025 года повторный транзит по вашему 9 дому гороскопа. Юпитер в этом положении был в начале 2025 года, то есть он перешел там в начале 2025 года в ваш 9 дом гороскопа и был здесь до октября. Потом Юпитер ушел в ваш 10 дом гороскопа и в декабре опять вернулся. И нам нужно вспоминать, чем мы занимались в период начала 2025 года до октября. Какие в вашей жизни были события по этому Юпитеру, связанные с документами, связанные с учебой, с работой тоже, с отношениями с отцом, с учителем, с руководителем, с зарубежными путешествиями, возможно, с кем у вас были переписки, какие-то договоренности. Юпитер, с одной стороны, стоит в 9 доме гороскопа, в доме отца, учителя, руководителя, расширяет эту тему удачи, тему взаимоотношений с отцом, учителем, руководителем. С другой стороны,
Юпитер у нас управляет 6-м домом гороскопа. Вот эта комбинация, это комбинация на то, чтобы по спорным вопросам обращаться в государственные органы, либо по спорным вопросам обращаться к отцу, учителю, руководителю, либо по спорным вопросам обращаться в зарубежные какие-то организации, либо спорные вопросы, например, решаются с помощью суда. То есть судебные дела у кого-то из весов тоже будут, конечно, в этот период. И, возможно, у вас были в начале 2025 года, либо у вас были в начале 2025 года какие-то разногласия с руководителем, либо у вас в начале 2025 года были какие-то разногласия с учителем, либо, опять же, это комбинация на то, чтобы проходить медицинские различные обследования, связанные с детьми, с учебой. То есть у вас и по 5-му, и по 6-му дому гороскопа, и по 9-му дому гороскопа одинаковая история, что связь медицины с детьми, связь медицины с учебой, то есть тенденция как бы дважды подчеркнута. А потом, возможно, подтверждать какие-то свои знания, дипломы в госорганах, в деканатах, либо на работе. Например, если вы переехали в другую страну, то вам нужно подтвердить свой диплом врача. Вот такие истории могут быть. Подтверждать свои знания. Какие-то экзамены, какие-то испытания. Все в таком роде может быть. И 3-й дом гороскопа — это у нас дом документов, дом друзей, братьев и сестер, коротких поездок. Юпитер у нас управляет этим 3-м домом гороскопа и находится в 9-м доме гороскопа. Это напрямую такая комбинация: подавать документы в государственные органы, обращаться с каким-то запросом к отцу, учителю, руководителю, обращаться с каким-то запросом в вышестоящие органы власти, то есть решать какие-то бюрократические моменты, обращаться по вопросам братьев, сестер, либо с помощью братьев, сестер, друзей в государственные органы. Может быть, напрямую вы не можете что-то сделать, вам помогают братья, сестры, допустим, доверенность вы на них какую-то оформляете, друзья вам помогают, и все в таком роде. Тоже повспоминайте начало 2025 года. Переписки с иностранцами, переписки с какими-то госорганами, переписки с духовными какими-то людьми, возможно, обращение в зарубежные институты. Все в таком роде может быть по этому Юпитеру. Но эта тенденция у нас ненадолго, потому что только до 1 июня это повторный транзит Юпитера, и он завершит те дела, которые были начаты, скорее всего, вот в начале 2025 года до октября. Это транзит на завершение этих дел. Про Кету можно сказать, помимо того, что я уже назвала, что это может быть какое-то сужение круга общения, Кету может давать еще какие-то переоформления счетов, переоформление бизнеса, переоформление предпринимательства, выход из каких-то сообществ, опять же, вот это вот ограничение в кругах общения. И может быть такое, что вы где-то можете прятать деньги. Ну, по сути, Раху Кету в этом положении — это достаточно сильное положение для вас. Я бы не сказала, что тут прям какие-то очень плохие тенденции могут быть по этому Кету, скорее вот подтверждение общей тенденции. 17 февраля 2026 года это как бы такая точка, когда могут какие-то вопросы разрешаться. Будет солнечное затмение в 5-м доме гороскопа. Я про затмение обязательно буду снимать отдельное видео, но в районе солнечного затмения могут быть какие-то события в сфере детей, деторождения, в сфере обучения, то есть, может быть, даже у вашего ребенка, либо если у вас нет детей, то зачатие, рождение ребенка, либо какие-то попытки зачать ребенка, рождение проектов, каких-то поступлений на учебу и так далее. А 3 марта будет лунное затмение в 11-м доме гороскопа. Это как раз вот сообщество, подарки, кстати. Получить неожиданный подарок. Либо вы сами кому-то очень серьезный такой подарок дарите, либо перемены в тех сообществах, в которых вы состоите, выход из каких-то сообществ. А могут проявляться и
друзья, с которыми вы расстались, например, и в этот период времени вы опять встречаетесь с какими-то друзьями, возобновляете отношения. Ну и про бизнес, как я уже сказала, то есть если у вас есть бизнес, то это переоформление бизнеса, то это изменение в подхода к ведению бизнеса и все в таком роде. Следующий период у нас будет с 1 июня 2026 года по 31 октября 2026 года небольшой, когда Юпитер зайдет в ваш 10-й дом гороскопа, и Юпитер в 10-м доме гороскопа — это опять повторный транзит. Повторный транзит, потому что Юпитер в вашем 10-м доме гороскопа был в период октябрь-декабрь 2025 года. То есть октябрь-декабрь 2025 года события вот эти вот, которые были, к ним вы можете вернуться, если вы тогда чего-то не доделали, у вас что-то не получилось. Либо, может быть, это событие было растянуто во времени, либо, может быть, вы думали, что вы тогда уже все сделали, вас сейчас опять как будто бы жизнь возвращает в эту историю. То есть июнь, октябрь 2026 года будет очень, может быть, даже в какой-то степени по определенным сферам жизни похожи на октябрь-декабрь 2025 года. О чем говорит у нас Юпитер в 10-м доме гороскопа? Вообще транзит Юпитера по 10-му дому гороскопа — это очень хороший транзит, потому что, ну, с одной стороны, я не могу сказать, что на 100%, но в целом это хороший транзит, потому что он дает расширение по сферам, по такой сфере, как статус, репутация, карьера, наша какая-то известная знаменитость, доказать, что мы спецы, доказать, что мы профессионалы. И в целом, конечно, Юпитер в 10-м доме гороскопа, он дает какую-то известность, но не всегда эта известность очень положительная, и мы известны потому, что мы там что-то классное сделали. Может быть такое, что просто нас в связи с чем-то обсуждают, в связи с чем-то поздравляют, либо в связи с чем-то мы становимся на виду, приковано к нам какое-то внимание. Но для вас конкретно вот этот транзит Юпитера по 10-му дому гороскопа — это тенденция на то, чтобы найти очень хорошую работу. В принципе, если вы отдалились от работы, не работаете, то, конечно, это может быть получение какого-то общественного статуса, укрепление вашей репутации, что-то в этом роде. Но, в принципе, если вы работаете, то здесь служба. И кто-то из весов мог, например, быть, например, вот так, предприниматель в 2025 году уйти на службу, либо в найм уйти, потом бросить это дело в конце декабря, вернуться опять в собственное дело. Но Юпитер возвращается в ваш 10-й дом гороскопа и говорит: давай попробуем еще раз. То есть может быть такое, что дважды вы, например, заходите в госслужбу, дважды заходите в такую сферу деятельности, которая предполагает служение. Служба у нас бывает в медицине, служба у нас бывает быть чиновником, служба у нас бывает такая, как в армии, в банке, в госструктуре какой-то, поэтому у каждого свое, но, в общем, тут какая-то может быть служба. И опять же, эта служба может быть связана, тут двойное указание с темами рака. С темами рака. А рак — это, я повторюсь, материнство, это школы, это музыка, это недвижимость, транспорт, это мама, поэтому и материнство тоже в том числе. Ну, например, еще авиация, может быть, потому что она тоже у нас относится к транспорту, и Раху Кету на оси 5-го, еще 11-го дома гороскопа. 11-й дом — это у нас дом будущего. Поэтому что-то такое может быть. Это транзит на то, чтобы исправлять ошибки в работе. Но и в работу могут вмешиваться тоже какие-то недоброжелатели, какие-то люди, которые могут вставлять вам в палки в колеса, получать статус, связанный с 6-м домом гороскопа. То есть статус этот у нас связанный с 6-м домом гороскопа, это, допустим, статус по службе. Статус по спорту, например, кандидат в мастера спорта или что-нибудь в этом роде. Статус по кредитам, избавиться от кредитов, получить какую-то кредитную историю, что-то в этом роде. Статус по здоровью тоже может быть такое. И
Юпитер, помимо прочего, у нас аспектирует второй дом, дом денег, дом речи, дом зубов, поэтому заниматься вопросами лечения зубов, какое-то внимание к зубам, к речи, чтобы речь развивать, например, чтобы исправлять прикусы, все в таком роде. И Юпитер аспектирует свой собственный шестой дом гороскопа, укрепляет шестой дом гороскопа. Где-то вот вредное вот такое воздействие Сатурна может снижать. Здесь у нас формируется двойной аспект Сатурна и Юпитера на шестой дом гороскопа, дом работы, дом труда, рутины, препятствий, вот этого врагов, долгов, болезней. Поэтому могут активно перемены происходить в работе, в лечении, в спорте, в кредитовании. Если у вас, например, ипотека, пойти взять рефинансирование кредита, сделать такие вещи. И еще одна очень интересная тенденция формируется по Юпитеру на то, чтобы третий дом у нас, Юпитер третьим домом управляет, короткие поездки, друзья, братья, сестры, хобби тоже, кстати, учеба. И здесь такое, работу связать еще с хобби, то есть какое-то хобби привнести в работу, либо получить какую-то специальность, которая может в дальнейшем нам быть полезна как рабочая, пойти на курсы вождения автомобиля, например, либо какие-то руками делать тоже вещи в работе, ручной труд, большое количество инструкций, документов в работе, работать с братьями и сестрами, работать с друзьями, много коротких поездок по работе, командировок по работе много. Это все может дать Юпитер. Юпитер тоже у нас влияет на четвертый дом гороскопа с точки зрения того, что он как управитель третьего дома говорит о том, что да, могут оформляться какие-то документы на недвижимость, транспорт. Юпитер больше даже, чем Сатурн, склоняет к переездам, либо к длительным поездкам, отлучкам из дома, либо вот то, что у вас может быть такая история, что на короткое расстояние, допустим, надолго, либо на длительное расстояние, но ненадолго ездить. Вот такие короткие поездки. А что еще я не сказала про этот Юпитер? Ну, если вы работаете в найме, то переподписание контракта, очень выгодные условия, причем контракта, очень хорошие документы получить статус по вашим документам, получить статус по вашим хобби, развлечения, то есть или как-то продемонстрировать их на публику, например, участвовать в каких-то выставках и так далее. Ну, в общем, транзит Юпитера по 10-му дому гороскопа — это в целом неплохая такая комбинация, которая может вас как-то продвинуть и возвысить чуть-чуть. 12 августа в этом периоде у нас будет солнечное затмение как раз в вашем 10-м доме гороскопа, которое может давать какие-то серьезные перемены в работе, в статусе, в репутации, в карьере. И тоже я буду снимать отдельное видео. И 28 августа 2026 года будет лунное затмение в 5-м доме гороскопа, в доме детей, в доме учебы, творчества. Опять же, возвращает нас в тему зачатия, деторождения, учебы, у детей какие-то важные перемены, влюбленность, может быть, и так далее. Следующий период у нас коротенький, всего меньше, чем на месяц, но тоже всегда это важные такие соединения. Получается, что Юпитер и Кету соединятся в вашем 11-м доме гороскопа. Это примечательное соединение, потому что Юпитер, ну, у нас просто Юпитер перейдет в ваш 11-й дом гороскопа, и они тут соединятся. И Юпитер у нас планета денег, в доме наград, в доме достижений, в доме дополнительной прибыли, бизнеса. Но Юпитер здесь вместе с Кету сформирует такую тенденцию, просто сам по себе Юпитер вообще тут очень интересно делает комбинацию, и я буду дальше рассказывать. Я пока что просто вот на этот короткий промежуток времени чего можно ожидать, когда Юпитер соединится с Кету. Значит, когда Юпитер соединяется с Кету, Юпитер — это планета денег, в 11-м доме денег, а Кету — это планета, которая все сужает, скрывает, поэтому могут быть, опять же, вот какие-то перерефинансирования по кредитам, какая-то тайна по деньгам, или какие-то внезапные выплаты, или какие-то внезапные расчеты, опять же, какие-то внезапные истории в различных сообществах, в которых вы состоите. Например, какой-то документ из прошлого найти, друг какой-то из прошлого может проявиться. Но это очень короткая тенденция. Здесь я бы сказала, что надо быть внимательнее, кстати, к ушам, к рукам, к ногам. Тоже может быть такое, что
заниматься профилактикой, лечением вот этих вот органов. Но в целом тенденция тут такая не критическая какая-то, просто в этот месяц могут происходить какие-то странные события в этих сферах. В сферах документов, в сферах лечения, в сферах аккредитования, в сферах, если у вас есть судебные процессы, в судебных процессах, привычек каких-то ваших жизненных, спортивных занятий, сообществ, в которых вы состоите, и в финансах тоже, что немаловажно, потому что это будет происходить в 11 доме, доме денег. Ну и дальше у нас очень интересная картинка, уже будет такая новая тенденция, то есть Юпитер с 31 октября 2026 года заходит в ваш 11 дом гороскопа, а с 25 ноября 2026 года поменяют свое положение Раху и Кету. Сатурн у нас останется на том же месте. Юпитер зайдет в ваш 11 дом гороскопа опять ненадолго, до февраля 27 года. Раху и Кету на 1,5 года заходят. Ну, очень хочется сказать про Юпитер. Юпитер, то, что он нам тут обещает, это хорошее обещание, но не длительного характера, потому что нам очень трудно с этим Юпитером последние 3 года, вернее, 25, 26, 27, это 3 года нестабильности по Юпитеру. Юпитер будет носить турбулентность. Сейчас объясню почему. Объясняю, для каждого знака зодиака вам тоже буду объяснять. Значит, у нас цикл Юпитера где-то около года. Юпитер стоит в одном знаке. Юпитер около года у нас был в знаке зодиака Телец, в вашем 8 доме гороскопа. Долго достаточно создавал для вас комбинацию кризисную, такой год. Потом в начале 2025 года Юпитер зашел в ваш 9 дом гороскопа и буквально до октября. В октябре он перешел в ваш 10 дом гороскопа до декабря. В декабре он возвращается в ваш 9 дом гороскопа до, получается, июня 2026 года. В июне 2026 года Юпитер возвращается в ваш 10 дом гороскопа, и в октябре 2026 года Юпитер заходит в ваш 11 дом гороскопа. Но он здесь опять не задерживается на год. В феврале 2027 года Юпитер вернется в ваш 10 дом гороскопа, чтобы потом опять уйти в 11 дом гороскопа и так далее. То есть у нас получается по этому Юпитеру, который в вашем случае управляет 3-м домом документов, братьев и сестер, коротких поездок, хобби, коммуникаций. И Юпитер у нас еще управляет 6-м домом работы, найма, вот этого вот самого кредитов, долгов, врагов, болезней, лечения, рутины, режима. Вот этот Юпитер, управляющий 2 домами, он постоянно петляет и постоянно меняет тенденцию. И это нестабильность. Вот в этих сферах, в сферах документов каких-то, в сферах дружбы могут постоянно происходить какие-то перемены, в сферах поездок, в сферах режима дня, в сфере работы в том числе, в сфере найма, в сфере служения, в сфере лечения, в сфере занятий спортом. Юпитер создает вот эту вот турбулентность, вот такую вот тыц-тыц, тыц-тыц, тыц-тыц-тыц. То есть туда-сюда ходит. Получается так, что зашел Юпитер в 9 дом гороскопа. Так, мы начали заниматься каким-то, может быть, поступлением, начали узнавать про какие-то институты, начали там налаживать отношения с руководителем, с отцом, с учителем, может быть, какой-то мировоззренческие какие-то вопросы решать. И не успели мы там все решить, потому что обычно на это надо много времени, на те дела, которые у нас по этим большим планетам формируются. Но мы не успели порешать, нас что-то отвлекает, мы переключаемся, начинаем решать вопросы по 10 дому гороскопа. Может быть, получаем какое-то хорошее предложение по работе, получаем какой-то новый статус, получаем предложение о замужестве или еще о чем-то. И только мы тут начали готовиться, допустим, к свадьбе, либо только мы тут вышли на работу, только что-то у нас тут начало намечаться, буквально пару месяцев, раз Юпитер опять нас возвращает сюда. Нет, мы тут не доделали, давай заново решать.
Начинаем, мы переключаемся, опять решаем эти вопросы, решаем. Не успели порешать, буквально 2 месяца, хоп, опять про работу, опять какое-то предложение по работе, или опять меняется работа, или опять меняется статус, или еще что-нибудь. И только мы тут разгоняемся, Юпитер опять уходит. Но в этот раз уже у нас новая сфера деятельности, начинаем в этой новой сфере деятельности разбираться. Поразбирались, не успели опять разобраться, Юпитер опять возвращает нас в работу. И получается, что самый турбулентный дом гороскопа, по которому Юпитер больше всех пройдет раз за эти годы, 25, 26, 27 год, это 10-й дом работы, статуса, карьеры и репутации. Поэтому максимально турбулентно еще у вас будет вопрос работы. То работаю, то не работаю, то принимают на работу, то не принимают, то устраиваюсь на работу, тут меня уже не устраивает эта работа, возвращаюсь, ухожу из найма, возвращаюсь в найм, ухожу из бизнеса, возвращаюсь в бизнес, развожусь, женюсь, развожусь, женюсь, поступаю в институт, не поступаю в институт, и все в таком роде. То есть турбулентность максимальная нас ожидает 25, 26, 27. Либо если не турбулентность, то невозможность с первого раза получить нормальный устойчивый результат по тем сферам жизни, по которым у нас проходит вот этот Юпитер. То есть невозможность, допустим, нормально получить устойчивый результат, допустим, пожениться, да, и нельзя пожениться сразу, потому что там какие-то есть бюрократические моменты. Начинаешь бюрократические моменты решать, вроде решил, вроде уже все готово, появляются какие-то другие моменты. Опять идешь какие-то другие моменты решать, чтобы потом вернуться к этому. Поэтому, если вам понравится то, что я скажу, ну, здорово. Если не понравится, то не спешите расстраиваться. Либо, если вас не порадует результат, то тоже не спешите расстраиваться, потому что все равно все будет очень турбулентно и переменчиво. Теперь давайте поговорим про то, что же нам обещает Юпитер. Вот это очень классная комбинация по Юпитеру. Это классная комбинация у нас на то, чтобы получать различные награды, достижения от ваших собственных усилий, зависит ваше будущее, на то, что вы можете как-то объединять друзей, на то, что вы можете входить в какие-то новые коллективы, создавать прям сообщество людей, либо подаваться. Вот я прям рекомендую, подавайтесь на различные конкурсы, на различные номинации. Это после транзита Кету по 11 дому гороскопа, это улучшающая ситуация, потому что в этот период времени у вас расширяется круг общения, улучшается качество общения. И в целом здесь вот напрямую самое главное задача ваша понимать, что от ваших собственных усилий зависит ваше будущее. Это может быть прописывание планов на будущее, это может быть приложение усилий. То есть у вас есть какая-то цель, вы к ней идете. Переоформление, опять же, бизнеса, предпринимательства. Это у нас 2 дома предпринимательства, поэтому переоформление бизнеса, расширение бизнеса, возможно, какая-то экспансия. Юпитер у нас планета экспансии. Возможно, рост с точки зрения, там было индивидуальное предпринимательство, стало какое-то там сообщество, то есть рост. Но немаловажно, что 11-й дом – это дом денег. Помимо наград, помимо достижений, 11-й дом – это дом денег, Юпитер – это планета денег, поэтому, в принципе, в этот период с 31 октября по февраль 27 года весы могут хорошо заработать, либо получить какие-то важные, значительные подарки, какие-то бонусы, какие-то награды, какие-то сообщества вас могут принять. Вот это хороший транзит. Опять же, если у вас есть кредиты, если у вас есть такая история, то на переоценку планов по кредитам, на рефинансирование, на то, чтобы перепланировку какую-то сделать с вашего будущего. Здесь напрямую составление планов по работе, по кредитам, по лечению, по судебным вопросам. Если есть судебные вопросы, то это могут быть какие-то выплаты по судам. И все в таком роде.
Очень хорошая тенденция — это аспект Юпитера на 7-й дом гороскопа, планеты удачи, благословения, на дом партнерства, брака и личной жизни. То есть, опять же, это расширение кругов общения, но и поддержка сферы партнерства, брака и личной жизни на оформление документов в партнерстве, на заключение каких-то соглашений партнерских, партнерский бизнес тоже в том числе может быть, какие-то такие истории. Либо, может быть, даже у некоторых весов отношения с одноклассниками, одна, ну или с друзьями, в таком роде. В целом, опять же, не забываем, что это у нас только до февраля, да, но тенденция неплохая по Юпитеру. И Юпитер будет еще как управитель 6-го дома гороскопа аспектировать 7-й дом гороскопа. Вот как управитель 6-го дома гороскопа он может давать тенденцию на вмешательство каких-то людей в ваши отношения, если вы в отношениях. И еще может быть тенденция на то, что тоже совместно с партнером по браку и личной жизни заниматься спортом, либо совместный бизнес, совместная работа. Ну и спорные вопросы тоже могут быть, конечно. Опять вот эта тенденция на какие-то экзамены, на прохождение испытаний, лечения, связанного с темой детей, с темой обучения, Юпитер тоже может давать. Но Юпитер поддерживает дом детей. Он и здесь способствует зачатию, рождению детей, и из этой позиции он тоже способствует зачатию, рождению детей. И здесь даже может быть лучше, потому что уходит Раху, планета, которая дает иллюзии, заблуждения по поводу темы детей, деторождения. А теперь у нас 5-й и 9-й дома гороскопа, грубо говоря, чистенькие такие. И не повреждены Раху, Кету, Сатурном, такими планетами. Еще одна тенденция, ну такая. Вот, кстати, вот эта вот картинка для тех, кто планирует беременеть, и, например, вы не можете долго забеременеть, вот эта картинка, она очень сильно указывает на то, что некоторые весы, вот кто мечтал давно о ребенке, что они реально могут забеременеть и родить ребенка в 2026 году, потому что вот эта картинка у нас формируется на то, что весы как будто бы уходят от работы, с работы, отдаляются, например, работая из дома, либо вообще не работают. И при этом, несмотря на то, что вы не работаете, у вас много денег. Это бывает так, когда женщина рожает ребенка, получает различные выплаты, пособия по детям, и таким образом она вроде как не работает, но при этом ее жизнь подчинена какому-то графику, порядку, расписанию, и она получает какие-то выплаты за то, что она родила ребенка. Вот это вот прям очень четкая такая картинка. Ну, либо у кого-то еще по-другому это может реализовываться точно так же, да, то есть, может быть, вы там уходите с какой-то работы на заслуженную пенсию, вам выплачивают какие-то награды за то, что вы уходите на заслуженную пенсию. Такие могут быть истории. То есть вот эти транзиты, когда Раху, Кету еще перейдут, поменяют знаки, получается, что у нас в 6-м доме работы стоит Сатурн, планета-ограничитель, в 10-м доме работы стоит Кету, планета-ограничитель. И это либо вот какое-то отдаление от работы, опять же, вот с точки зрения там бизнесом заняться, либо работа может быть связана с какими-то секретами, опять же, вот зашифровано, может быть, под грифом секретно, чтобы никто не знал, вы, может быть, никому не рассказываете, о чем вы там, чем вы там занимаетесь, и все в таком роде. Но если для вас это не актуально, транзит Кету по 10-му дому гороскопа — это еще одна такая история, когда интересная, которая может проиграться тоже у весов, это сняться в кино, например, либо, опять же, попасть, работать в те сферы, где есть что-то тайное, скрытое, где есть микроскопы, где есть камеры, где есть что-то, что уменьшает, что препарирует вот под каким-то, ну, то есть, когда вот, допустим, мы смотрим в микроскоп, да, мы видим микромир, и вот здесь точно так же какой-то микромир, то, что скрыто, работать с каким-то микромиром. Кету в 10-м доме гороскопа как бы отдаляет от работы, либо делает вот работу через призму какого-то сложного оборудования.
А Раху в 10-м доме гороскопа, в доме внутреннего ощущения счастья, склоняет нас к зарубежным путешествиям, склоняет нас к тому, что мы очень что-то сильно хотим поменять в том месте, где мы живем, переехать. Очень часто может быть путешествие за границу. Очень сильно, например, если вы живете от мамы далеко, очень сильно хотим приехать там, чтобы мама приехала, либо жить рядом с мамой. Но в отношениях с мамой может быть тут турбулентность. Помимо этого, решение вопросов недвижимости, транспорта, опять же, тоже очень актуально по этому раху. Будет такое сильно: хочу машину, хочу квартиру, хочу земли кусочек купить, хочу дачу, хочу уехать за город жить, на даче сидеть, работать. Дома различные, там тоже турбулентности, перестановки, это все может быть по раху в 4-м доме гороскопа, но и самовыражение. Вот как я говорю про Кету в 10-м доме гороскопа, что он может давать сферу кино, потому что Раху идет по 10-му дому внутреннего ощущения счастья. Это самовыражение, это психика наша. Поэтому здесь у вас еще больше такая тенденция на то, чтобы заниматься своим психологическим состоянием, самовыражаться как-то, заниматься тем, чтобы, может быть, и с психологом, да, безусловно, но и, может быть, в кино куда-то попасть, на актерское мастерство походить, музыкой заниматься, школой, опять же, заниматься, опять же, с мамой. Опять же, вот все эти темы у вас как бы очень активны и по Сатурну, и по Раху Кету во второй половине года. И вот эта картинка, вот реально, как будто бы я не работаю, но получаю деньги. Я не работаю, но получаю много денег. Тоже, конечно, ненадолго, потому что Юпитер потом нам вернет в 27 году желание поработать. Ну, может быть, вы как-то инвестируете удачно, либо вы, может быть, что-то по-другому удачно сделаете, что вы не будете так активно работать, но при этом у вас будет хороший доход. В общем, интересно. Ну и Раху в 4-м доме гороскопа будет склонять, конечно, к срочным переездам, к срочным поездкам, к тому, чтобы больше внимания все-таки уделять дому, месту жительства и транспорту. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на 2026 год для весов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Пожалуйста, прошу вас, не забывайте ставить лайки, писать какие-нибудь комментарии, поддерживать канал, это помогает его развитию. И если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.